Рекордная инфляция в США привела к обвалу фондового рынка. Всем привет, друзья, с вами Инвестицин, и сегодня мы обсудим сегодняшнюю коррекцию на американском рынке, поговорим о высокой инфляции, о том, куда можно инвестировать в текущих условиях, какие акции стоит докупать и какие акции докупил лично я. Итак, друзья, сегодня у нас почти весь американский рынок красный, за исключением, пожалуй, товаров первой необходимости, продуктов питания. Многие акции падают на 5-10%, в среднем коррекция по рынку составила около 3%. В чем же причина? Причина очень простая. Сегодня вышли данные по инфляции. Инфляция составила 8,6%, ускорилась в мае. То есть инвесторы ожидали все-таки снижения инфляции. В прошлом месяце она составила около 8,1%, до этого 8,3%, а сейчас опять начала ускоряться. При этом у нас реальная покупательская способность упала на 3% по сравнению с прошлым годом. Это самое мощное падение с апреля 2021 года. Ну и, соответственно, потребительские настроения снижаются, люди начинают меньше денег тратить, и это большой негатив для экономики. И вот на этом графике показано, за счет чего такая высокая инфляция у нас возникла. То есть в первую очередь это, конечно же, вот эти зелененькие столбики, это сырье, энергетика. Сейчас стоимость нефти уже превысила $120, хотя сегодня по нефти также была коррекция, но правда небольшая, на 1%. Но вот эта высокая нефть, она приводит как раз таки к разгону инфляции. Также очень сильно дорожают продукты питания, причем последнее время они больше всего дорожают как раз таки из-за продовольственного кризиса, из-за русско-украинского конфликта, все мы это прекрасно знаем. Ну и, соответственно, я считаю, что именно эти позиции как раз-таки и являются сейчас главной проблемой, которая приводит к росту инфляции, потому что товары длительного пользования, вот розовенький столбик, они, видно, снижаются. То есть в целом сейчас компании, которые производят мебель, одежду, автомобили, они страдают, то есть спрос на их продукцию падает, цены там снижаются, хотя издержки у них растут. Если вы спросите, что за серенький столбик, вот этот большой, это прогноз ранний. То есть прогноз был инфляция, да, 3%. А вот это все, это, соответственно, выше прогноза, из чего вот такая высокая инфляция у нас складывается. Ну и естественно акции у нас упали. Почему это естественно? Потому что когда такая высокая инфляция, оказывается давление на администрацию президента, на ФРС, то есть они вынуждены реагировать и повышать ставку. И уже трейдеры закладывают почти 100% вероятность, что ставку в июне повысят еще на 50 базисных пунктов, то есть на 0,5%. То есть ранее еще там сомневались, повысить, не повысить, сейчас уже однозначно повысят. В предыдущих роликах, где я обозревал американский фондовый рынок, когда был вот этот отскок до 4100 пунктов, 4150, я говорил, что скорее всего какого-то мощного отскока, разворота у нас сейчас не будет. То есть этот технический отскок был от уровня в 3800. По факту сейчас опять вышли данные по инфляции и все испортили. То есть, в принципе, я считаю, что сейчас у нас рынок вошел в медвежью фазу. Безусловно, инвестировать стоит, покупать акции стоит, потому что мы не знаем, когда именно случится разворот. Но пока нужно это делать осторожно, иметь большую позицию в кэше. Если вы долгосрочный инвестор, то можете покупать активнее, потому что сейчас уже акции подешевели. Но я все-таки пока что не захожу там на все деньги. У меня около 30% сейчас находится в акциях, остальное в кэше, потихонечку докупаю. Но при этом отдаю себе отчет, что с очень высокой долей вероятности мы увидим еще более низкие цены в ближайшие полгода. То есть я считаю, что мы сейчас находимся вблизи пиков инфляционного цикла, то есть, возможно, еще инфляция дорастет до 9%, ну, я все-таки считаю, что это маловероятно. А дальше, по мере снижения, точнее, повышения ставки, будет снижаться инфляция, замедляться экономическая активность, и, возможно, итоговые отчеты за год и за четвертый квартал инвесторов разочаруют. То есть, тут также нужно эту мысль держать в голове. Хотя рынок у нас закладывает все заранее. В общем, что у нас по техническому анализу?
В общем, у нас идет классическая коррекция, то есть уже нисходящий тренд длится довольно давно. Вот он у нас, получается, идет. И, в принципе, ближайший уровень, который я вижу тут, это уровень в 3800 пунктов. Я думаю, что его мы пока удержим. Хотя вот этот вот гэп, да, такой мощный обвал, есть ощущение, что может он задать прям тон к новому такому активному снижению, возможно, даже до 3600. То есть сейчас нужно быть крайне осторожным, несмотря на то, что я на сегодняшней коррекции прикупил довольно много акций. Кстати говоря, довольно много вопросов было по поводу того, как безопасно покупать американские акции, не могут ли они быть замороженными. Лично я сейчас перевел все деньги, продал все акции из российских брокеров и перевел в кипрский брокер Just to Trade. Покупаю акции, криптовалюты и фонды через него. Почему? Потому что здесь вы защищены от санкций, поскольку со стороны США ваши активы не могут заблокировать, потому что они записаны как бы на американский Just to Trade, то есть у вас как субсчет. Но при этом все ваши активы, денежные средства застрахованы до 20 тысяч евро по кипрскому законодательству, по европейскому законодательству. И эта страховка идет у вас по умолчанию. При этом вы можете покупать любые активы без каких-либо ограничений, как у нас там квалифицированный, неквалифицированный инвестор, разницы нет. Ну и плюс ко всему пополнять можно рублями. Курс там будет биржевой плюс 10%, можно пополнять в евро с Райфайзенбанка или криптовалютами. Выводить также можно на банковские карты, на криптовалюты и на банковский счет. Подробнее я делал обзор на этого брокера, обязательно посмотрите. И если вы откроете брокерский счет по моей ссылке, которую найдете в описании, закрепленном комментарии, то на первое пополнение у вас будет кэшбэк около 30%, там от 50 до 1000 долларов, который можно будет потратить на оплату комиссий, которые здесь фиксированы. Первый месяц 70 центов, далее $1,5 за сделку. Поэтому переходите, открывайте брокерский счет, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Итак, одновременно с падением акций у нас растет доходность Treasuries, десятилетних облигаций США, которые считаются одним из самых надежных активов. На текущий момент доходность Treasuries превысила 3,16% годовых. Еще совсем недавно, в марте 2021 года, доходность была 1,7% годовых, то есть рост практически на 70% всего лишь за пару месяцев. Я так думаю, что доходность Treasuries продолжит расти, потому что по факту она отрицательная сейчас, поскольку инфляция 8,6%, доходность 3,16%. Но по мере роста доходности Treasuries у нас снижается привлекательность акций, потому что какой смысл вам покупать, грубо говоря, акцию с дивидендами там 2%, когда вы можете вложиться в облигации с доходностью там 3-4% и так далее. Именно поэтому в 2020 году, в 2021 акции росли, потому что доходность Treasuries была там меньше 1%, а в 2022 году наоборот доходность Treasuries растет, а акции падают. Теперь давайте поговорим о том, какие именно акции стоит покупать. Итак, больше всего упали у нас акции технологического сектора. То есть Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla. Amazon упал почти на 6%. Кстати говоря, хорошая новость, что теперь Amazon мы можем покупать спокойно. Вот $109 стоит акция, потому что компания провела сплит. Поэтому Amazon сейчас покупать стало намного удобнее. Также, естественно, у нас попадал финансовый сектор, потому что финансовый сектор — это ставка на реальную экономику. Вот акции JP Morgan упали ниже $120, там Bank of America, в общем, все падает. Почему падают IT-компании? Все очень просто. Дело в том, что это акции роста, и в них заложена большая премия, то есть они довольно дорогие по мультипликаторам, и плюс ко всему не платят дивиденды. Поэтому, когда доходность Treasuries, вот этих самых облигаций казначейских, растет, когда растет инфляция, привлекательность инвестиций в акции IT-компаний снижается, и инвесторы из них уходят. Ну и плюс ко всему, многие из этих компаний,
как, например, Amazon, они относятся к циклическим секторам, то есть Amazon это вот consumer cyclical. Когда снижается потребительская активность, у этих компаний дела идут тоже плохо. Поэтому в целом Amazon сейчас покупать можно на долгосрок, но не стоит ждать от него, что он даст вам иксы уже там в следующем месяце, через полгода. То есть Amazon это очень крутая компания, можете убедиться в этом, посмотрев на ее 20-летний график, да, тут все прекрасно, но вместе с этим стоит учитывать, что сейчас акции находятся в нисходящем тренде и, скорее всего, продолжат свое падение. Я планирую покупать акции Амазона при достижении отметки в $100 за акцию, ну или $2000 по старым ценам, да, кому так удобнее, возможно. То есть $100 это такой психологический уровень, хотя, возможно, мы его пробьем, пойдем там на $80. Это, соответственно, уже будут уровни 2019-2018 года. Но важно понимать, что Amazon это довольно дорогая акция, то есть у нее мультипликатор PE там в районе 40, и поэтому, в принципе, они могут упасть еще сильнее. Очень много вопросов также мне поступает по акциям Tesla. На текущий момент они также мощно скорректировались, менее $700 сейчас стоят, но Tesla, я считаю, еще будет падать и может упасть там до 300, до $400 запросто. Почему? Все очень просто. Tesla, она страдает сразу от трех факторов. То есть первый фактор это, конечно же, снижение спроса на товары длительного пользования. То есть автомобили напрямую к ним относятся. Второе, это рост инфляции и, соответственно, рост всех расходов. Третье, это сбои в цепочках поставок для Tesla, потому что, например, некоторые заводы у Tesla находятся в Китае, некоторые комплектующие производятся в Индии и так далее. Ну и это кризис полупроводников, который никуда не делся. Он будет сопровождать нас еще как минимум пару лет. Плюс ко всему, не так давно были негативные новости о том, что Илон Маск проводит сокращение штата, готовится, в общем-то, к чему-то плохому. Поэтому я считаю, что, скорее всего, в ближайшие полгода мы увидим акции Tesla намного дешевле, чем сейчас. Поэтому, если вы инвестируете в Теслу с горизонтом 5-10 лет, то можете просто сократить в ней долю. Если вы инвестируете на 2-3 года, то, возможно, стоит из Теслы выйти и купить ее, когда она будет стоить дешевле. То есть я бы раньше $400 в акции Теслы, честно говоря, бы не заходил. Что касается акций Apple, тоже очень популярная компания среди российских инвесторов, самая крупная по капитализации. И, как мне кажется, здесь также есть потенциал падения. То есть я думаю, что акции Apple упадут еще до $100 как минимум. А возможно даже до $80, то есть большой потенциал падения. Почему? Потому что Apple также страдает от инфляции, у нее плюс ко всему довольно большая долговая нагрузка. У Apple есть проблемы с цепочками поставок, с полупроводниками, то же самое, что и у Tesla. Ну и плюс ко всему товары длительного пользования, телефоны, сейчас также у них падают продажи. Ну и высокая конкуренция, то есть очень много факторов, я уже не говорю про суды с различными IT-компаниями, другими антимонопольными исками, это скорее более долгосрочный характер имеет. Но вот что касается ближайшей перспективы, в общем-то, у Apple еще довольно большой потенциал коррекции. Что касается технических уровней, в принципе, от уровня там $135 акции могут отпрыгнуть, отскочить, тут я не спорю. В общем-то, здесь у нас первый уровень от 135-137, далее, соответственно, это $125, ну и уровень у нас $112, то есть вот 112 это уже октябрь 2021 года получается, 20-го точнее. Ну и дальше уже уйдет уровень от 96 и $80. То есть вполне возможно, я думаю, что до $80 акции могут упасть. Это еще получается минус, сколько сейчас посмотрим, минус 40%, 45 даже. Потому что Apple сейчас по мультипликаторам по-прежнему компания очень дорогая. То есть сейчас ее PE, это отношение прибыли на акцию к стоимости на акцию 23, при том, что для Apple комфортное значение это в районе 15-17. То есть получается это примерно на 25-30% дешевле. Ну вот $100 это справедливая стоимость для акции Apple.
В банки я вообще сейчас смысла заходить не вижу, потому что в экономике риск рецессии, поэтому банки могут еще сильнее упасть. Visa, MasterCard нет однозначно, потому что снижается потребительская активность. PayPal тоже в нисходящем тренде, можно покупать только на долгосрок, потому что акция очень перепродана. Соответственно, компании сектора полупроводников я добавил Micron, потому что он крайне недооценен, в 6 годовых прибыли оценивается. Ну и как раз таки полупроводники, они могут иметь большой потенциал роста на горизонт 2-3 лет, потому что сейчас в этом направлении идет рост прибыли, рост выручки за счет того, что дефицит этих самых полупроводников, поэтому мне этот сегмент интересен. Теперь, что касается акций, которые покупал я. Сейчас я формирую свой портфель, ребалансирую его, опираясь на вероятность того, что может возникнуть рецессия, что рынок еще может просесть. Ну и, соответственно, я сейчас делаю упор на акции защитных секторов, так называемые акции стоимости. В основном это компании, которые еще и платят неплохие дивиденды. Я докупал сегодня акции Johnson & Johnson, которые просели также неплохо до $170. Покупал акции, соответственно, из сектора продуктов питания. То есть Coca-Cola купил по $60, купил акции Mondelez, это производитель конфет, некоторых других компаний, тот же Archer Daniel, Tyson Food, это сельскохозяйственные компании, которые занимаются производством мяса, там, колбас, продуктов питания различных. То есть сейчас все эти компании имеют еще неплохой потенциал роста. Они упали довольно неплохо со своих апрельских максимумов. И в принципе я думаю, что еще покажут неплохую прибыль. Во всяком случае они защищают от инфляции. Плюс ко всему я докупил акции ритейлеров, акции Walmart, Costco и Target. Несмотря на то, что последние их отчеты были довольно слабыми, ритейл, он все равно нас защищает от инфляции, поскольку растет средний чек, во-первых, ну и во-вторых, это более-менее защитный сектор. При этом у того же Walmart еще и есть какие-никакие дивиденды. Ну и также купил товары первой необходимости, то есть это Procter & Gamble, Clorox, они у меня были, я их еще немножко долю поднарастил в них. Кстати говоря, друзья, если вы хотите составить инвестиционный портфель, но не знаете, какие именно акции сейчас стоит покупать, то можете обратиться ко мне за помощью в составлении портфеля. Я подберу для вас качественные активы, исходя из вашей суммы инвестиций, там, срока, инвестиционных целей. То есть обращайтесь, ссылка в описании, в закрепленном комментарии. Отвечать могу не сразу, но будьте уверены, всем отвечу. А теперь я отвечу на вопросы из моего телеграм-канала, телеграм-чата. Инвестиции новые, обязательно на него подписывайтесь. Туда я публикую свои мысли по фондовому рынку, комментарии к важным новостям. Ну и вот сегодня я решил в качестве эксперимента поотвечать на вопросы. Итак, могут ли заморозить те акции, которые еще не заморозил ЦБ? Ну, официально руководство СПБ биржи, ЦБ говорят, что нет, этим акциям ничего не угрожает, но я все-таки бы перестраховался и сократил долю в этих акциях. Лучше все-таки зарегистрироваться в Just to Trade и купить акции через него. Но в принципе я считаю, что скорее всего те акции, которые не заблокированы, их не заблокируют. Вот Степан спрашивает, что делать с акциями, продавать, не продавать. Ну, продавать сейчас, конечно, в убыток не стоит ничего. Если вы долгосрочный инвестор, то держите. Если у вас какие-то очень слабые закредитованные компании, то, возможно, да, стоит их продать даже в убыток. Что купить в Тинькофф Инвестиции? В Тинькофф Инвестиции можно покупать российские акции. Про российские акции будет отдельный выпуск. Несколько дней назад уже делал про них. Смотрите, там было топ-5 инвест-идей. На российском рынке тоже сейчас есть интересные компании. Проблема в том, что курс доллара очень низкий, поэтому сейчас выгоднее покупать все-таки американские акции. Как думаешь, дальше хуже будет с инфляцией в Америке? Вот хороший вопрос. Я думаю, что инфляция в Америке все-таки будет снижаться, но вопрос, насколько быстро она будет снижаться и как это будет все связано с ставками ФРС. То есть я думаю, что все-таки инфляция сейчас некоторое время будет на этих высоких уровнях и уже там в третьем квартале, возможно, в четвертом даже начнет снижаться. Поэтому тут, конечно, прогнозы давать сложно.
Как это может отразиться на нашем рынке? Какие российские акции могут выиграть от высокой инфляции? Ну, смотрите, в принципе, я считаю, что у российского рынка есть перспективы как раз-таки на второе полугодие, когда американский рынок, возможно, будет падать, российский рынок может отрасти. Как раз-таки за счет роста сырья, за счет того, что российские инвесторы будут вкладывать деньги в российские акции, из-за того, что, соответственно, ставки по депозитам падают. Поэтому на российском рынке это отразится, ну, скорее позитивно. Хотя в более долгосрочной перспективе на 2023 год, особенно на второе полугодие 2023 года, российские акции могут также попадать из-за того, что сырье будет снижаться, поскольку в экономике может возникнуть рецессия, ну и спрос на нефть, на газ упадет, и упадет и стоимость этих ресурсов. Скупать или продавать в секторе IT. Какие-то интересные компании, типа как PayPal, Amazon, Microsoft, такие устойчивые, крупные, все-таки покупать можно на долгосрок, но без фанатизма. То есть, понимая, что они еще могут просесть, скорее всего просядут, но вы не угадаете, постепенно лесенкой можно покупать. Что думаешь по поводу Tesla? Вернется ли на 1100 плюс? Может вернуться, но не в ближайший год. Может посидеть на заборе и понаблюдать. Не, ну можно, конечно, посидеть на заборе, но другой вопрос в том, что если вы постоянно будете сидеть на заборе, то, скорее всего, вы пропустите тот момент, когда нужно акции покупать, потому что никто не знает, когда именно случится разворот. А так у вас хотя бы будут акции, и когда все попрет вверх, у вас они также будут расти. Поэтому я считаю, что инвестировать нужно каждый месяц, то есть ловить какие-то точки входа, это сложно. Просто нужно понимать, когда стоит больше держать в акциях, когда больше держать в кэше. Что будет с золотом и акциями Селигдар и Полюс? Золото, я думаю, что будет расти. Несмотря на повышение ставок, из-за рекордно высокой инфляции растет себестоимость добычи золота, и само золото, я думаю, что превысит $2000 к концу года, возможно, даже 2100. Полюс и Селигдар. Селигдар очень маленькая компания, все-таки я бы в нее не стал инвестировать. Полюс можно покупать, я думаю, что он вырастет на 20-30% к концу года. Куда доллары с брокерского счета вкладывать? Хороший вопрос. Вчера снимал ролик на эту тему. Можно часть денег вложить в золото, часть денег перевести в юани и в гонконгские доллары, а часть денег перевести, например, на брокерский счет в Just to Trade рублями. Друзья, если вы хотите тоже задать вопрос к следующему ролику с обзором рынка, то обязательно присоединяйтесь в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Также рекомендую подписаться на телеграм-канал «Курс доллара». Там я сегодня подробно расписал по поводу повышения ставки, как это отразится на курсе рубля. И, кстати, сегодня еще выйдет ролик на эту тему. Поэтому подписывайтесь и смотрите ролик про курс доллара.